Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua, и сегодня у нас будет рубрика «Комментирую игру моего подписчика», и сегодня у меня в гостях Юки Лала. Зовут его Сергей. Привет, Сергей. Здравствуй. Давно у меня его в рубрике не было, очень давно. Наверное, больше месяца уж точно его не было у меня в гостях. Кто вдруг не знает, это мой самый первый спонсор на канале, за что ему огромнейшее спасибо. Не передать словами, насколько я рад, когда ко мне спонсоры обращаются, что хотят со мной ролик прокомментировать, либо просто меня поддерживают. Просто этому рад, и мне это очень приятно. Так, ну, скажи мне, ты играешь в новый патч уже сколько времени сейчас? Ну, сколько каток хотя бы, вот примерно. Ну, каток, наверное, 5 сыграл. Я из них, конечно, записалось мало, потому что мне очень часто пишут сообщения. И я заканчиваю запись, когда это происходит. Вот. К сожалению. Но так, каток 5, наверное, я точно сыграл. Так, я вижу, что ты Гоблина-убийцу продал, а почему продал Гоблина-убийцу, не оставил? А вдруг в 2 звезды придет? Хотел сказать в 3. Я что-то думал на зверей сейчас переходить. На самом деле, почему-то у меня идея была сейчас зверей делать, и я как-то не надеялся на гоблина, убийцу. Ну вот, как Вот, бы, видишь, да. 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 Ну, в принципе, мог бы и оставить, на самом деле, Гоблина-убийцу, потому что ты ж в любом случае бы деньги получил с мобов. Кстати, вдруг не знаешь, Мгм. но я уже говорил это в своих роликах, думаю, ты и сам это слышал, но знаешь, что теперь Гоблин-убийца дает моментально тебе деньги, а не в следующем раунде. Опять вернули, как было раньше. Окей, Но я не супер. знаю, вернули ли это, или это баг. Вот, серьезно, не знаю. Потому что с центрального моба на 10 раунде тоже падают деньги. Ну, со всех теперь деньги падают. Как-то так. Так, я Мгм. смотрю, уровень взял, Тинкера успел взять, хорош. Тут я смотрю, ты в ва-банк идешь, потому что у тебя довольно-таки неплохой стол сейчас. Вот, я думаю, сейчас Тинкера еще поставишь вместо... Посмотрим. Ладно, давай Я уже так. не помню, что там было. Да. Тут уже такое начало у нас. То, что можно порассуждать, 2 башера, что необычно на самом-то деле. И тут у тебя стоит выбор, что же взять, новую корону, или же шапку, или же, мать, насекомое, и примкнуть к темной Я как раз стороне. Я как раз сижу, читаю, что делать эта корона. Поэтому она так долго висит. Но корона на самом деле ситуативная, но в принципе, если против тебя играет зоопарк, то несколько корон может зарешать, потому что могут забрать мишку, а это довольно-таки важно. Он тырит суммоны в зависимости, если я не ошибаюсь, если что-то в комментариях, надеюсь, меня поправят, либо же ты, может, прошарил, как эта корона работает, от твоей звездности фигуры и в каком она находится тире. То есть третий тир 2 звезды, соответственно, забирает, допустим, там, мишку второго, 2 звезды, которой. Да, я тоже так понял. Оно так и работает, как я понял. Ну вот мне тоже так кажется, потому что я еще эту корону не смог нормально протестировать, потому что у меня катки какие-то ультра-киберкотлетные последним временем. Ребята на таком скилле вытаскивают себе гира на 4 уровне и тому подобное. Меня прям это аж доканывает от края до края. Кстати, Тинкера, я смотрю, ты продал, я как-то этот момент не уловил. А чё продал Тинкера? Он же мощный. Потому что я решил уходить в нежить, попробовать, что такое нежить в этом патче, но я потом, там увидишь, я где-то кликну почитать и очень расстроюсь маханием пальцем по экрану. Это будет видно. Ну, Вот я не посмотрим. знал, что ее понерфили. Так дело. Не, ее не то чтобы понерфили, просто она была жестко вне меты. Инсектоиды слишком сильно убивали нежить, шаманы слишком сильно убивали нежить. Но прикол в том, что сейчас апнули Спектру. Спектра сейчас классный герой. Я его уже протестировал, уже поиграл. У меня, к сожалению, это была ультра неудачная игра, потому что появился какой-то баг. Я о нем писал в телеграм-канале в чате своем, но расскажу так, на видео. В общем, я собрал Спектру в 2 звезды. Все было прекрасно. Шмотки идеальные. Вот. Шмотки идеальные. И, соответственно, когда я поставил сигритеров, против меня было 9 магов. Я поставил сигритеров, он юзнул свою способность, вроде бы все нормально, не должно было обледенение проходить, да? И тут, в моменте, Зевс дает мне свою ульту, и у меня спектра начинает в облёде стоять. Всю жизнь. И выходить из него не хочет. Как это сработало, я не знаю. Но спектра, если честно, вот его именно духи, которые он суммирует, сейчас намного перспективнее, потому что все предметы, которые дают тебе пассивку, они все работают на этих духах. Это прям вообще кайф.
Не знаю, вот я очень хочу записать спектру и показать всю ее мощь, но пока что-то один раз у меня получилось, а потом она мне тупо не шла. Скажем так, Санечка, ну вот тебе на, порадуйся чуть-чуть. Пробовал уже новую спектру или не Ну, получилось? не пробовал. Я вообще, когда вижу спектру в легендарном пуле, она для меня не существует. А вот зря. Я всем Да, ну рекомендую. зря, да. Это у меня стереотип, наверное, прошлых времен еще. Ну, скорее всего, да. У меня тоже был такой стереотип, пока я не попробовал, скажем так, ее один раз, чисто посмотреть, что в ней поменяли. Я думал, что это мусор, но по факту герой очень приятный стал. Особенно, когда в этих духах можно предметы увидеть. Это вообще кайф. Я так понимаю, в это Мгм. время ты уже выключил, да? Да, я чуть-чуть на паузу поставил, да, и вот, видишь, там секунд, буквально 10 секунд, потому что уведомления меня бесили уже эти. Ну, ничего Извиняюсь, страшного. конечно, за такое. Да, ничего страшного. Это Телефон такое. написать — это минус. Ничего. Бывает. Самое главное, чтобы они сейчас не спамились на весь экран и не, не весь ролик. А то Это точно, реклама. да. Реклама. Мне не Не, хорошо, проплачивали за что без рекламу. матов мне написали. Мне без матов ничего не писали, и нету никаких личных данных людей, которые там мне писали, так сказать. Ну ничего Э, страшного. Так Даже что если был нормально. мат, я бы заблюрил это. А, редактировать еще. Да, что там его Оно за... тебе надо. Ну ладно. Скажем так, побеспокоился за меня. Это хорошо. Что-то я хотел тебе еще спросить такого вот интересного. Ладно, пока я думаю, если у тебя есть какие-то вопросы, можешь задать, соответственно, может для новичков какие-то вопросы спросишь, что тебя интересует, может это, скажем так, будет обобщенный вопрос для всех. Обобщенные вопросы. Да не, в принципе, я давно играю. Я более-менее вроде бы понимаю игру. Вроде бы. Но я бы сказал, у меня не хватает терпения просто на фигуры. Моя, наверное, основная ошибка, так сказать. И это для всех, можно сказать, такой тип, да, такая совет. Держите некоторых героев, которые очень важны, как по мне. Это я бы гоблина, вот я его продаю постоянно, сижу, продаю. Не надо так делать. Пускай висит этот гоблин хотя бы до пятого-шестого раунда, а не пусть он выпадет в двойку. Это Да, это плюс 3 плюс монетки. деньги. И это плюс, Ну, если ты сможешь даже в одну звезду его хоть как-то заабузить, это плюс одна монетка. Ну, то есть, его можно просто держать как, ну, вот, как брелочек. Когда сможешь использовать, тогда используешь. Тут, в принципе, то, что я вижу сейчас, это приходит тебе не очень сильные столы, кроме того гоблина. У него там Тинкер был в 2 звезды. да, слава богу, мне повезло в начале здесь очень сильно. Вот. И сейчас будет раунд с рунами. Или как они называются, боже, я забываю Реликвии. постоянно. Реликвии, спасибо. И вот эти реликвии мне выпадет... По-моему, я сделал самый лучший выбор реликвии, который мне... Это ситуативная реликвия, но это самый лучший выбор, который, по-моему, я сделал за всю игру. Потому что она За здесь всю игру в очень целом, сильно когда начал помогает. играть в авточес. Если бы, если бы. Я, кстати, смотрю, у тебя А, очень много лишних фигур на столе. Ты не хочешь, сейчас смотрю, выходить в инкам. То есть у тебя есть 3 волшебника, есть фура. Какая вообще а, идея и почему ты их держишь? Вот так задам свой вопрос. Идея волшебников всегда, я их пытаюсь собирать. Я не знаю, насколько это рентабельно, не рентабельно, но я жду всегда, у меня, если есть волшебник, я беру волшебника. И потому что я всегда смогу собрать максимальную синергию когда-то, где-то, зачем-то. На всякий пожарный я всегда беру 3 волшебника. Отчасти, скорее всего, это правильно, но тоже нужно иногда понимать, надо оно или не надо, будешь ты держать или не будешь держать. Реликвии, кстати, классные. О, новый герой, сюда. Кстати, как тебе новый герой? Бомбовый вообще, как по мне. Это там вот ты увидишь дальше, он перевернул мне 2 раунда с ног до головы. Просто там было, ну реально хорошо он сделал мне. Новый герой слишком силен. Вот что-что, но и он слишком силен, его нужно по-любому нерфить. Тут как бы
Ничего не скажешь. Нужно нерфить, потому что его процент на способности слишком жесткий. То есть я уже приводил пример, но приведу еще раз пример. Ну, вдруг не слышал ты. Если у тебя есть, допустим, Лина, да? Просто условно Лина. Я даже не буду говорить там про массовые способности, котла, допустим, Зевса и тому потом. Просто вот Лина. Не понял, а что? А чё не аптечку? Сейчас увидишь. Я тоже думал, но находясь в моей ситуации, я почему-то подумал, что я могу и выигрывать, и проигрывать раунды постоянно, потому что мне попадаются вот такие низкоуровневые ребята, и попадаются очень мощные ребята. То есть я где-то посерединке нахожусь как раз я. И как раз так и будет. Ты увидишь, сколько я получу сейчас манго. Окей. Я получал, ну, в общем, увидишь. Я не буду спойлерить, но манго будет очень много. Ну хорошо, посмотрим. Надеюсь, что так оно и будет. 6 нежити уже поставил, у твоих противников там ты мимолетно показал свой стол, но я так глазами увидел уже. Довольно-таки сильные столы у противников. Это интересно будет сейчас посмотреть, как по итогу ты Как сможешь... сильные, так и слабые. Я бы не сказал. Есть нижние 3, которых я спокойно вношу. Ну, нижние 3, да. Ну, кстати, неплохо. Я просто еще говорю по поводу аптечки. У тебя и хп достаточно было, и жрецы у тебя уже были, и ты мог спокойно себе максимально быстро уровень взять, и уже от этого отталкиваться. Плюс еще и по пути нежить собирать, раз у тебя жрецы будут стоять. А нежить, я смотрю, тебе прет и прет хорошо. И вот все время Да. я задаю этот вопрос, почему ты хочешь ролить? Я пытаюсь найти сильную нефть, Well, но зря я это делаю. Я сразу говорю, я это зря делаю. знаешь, что я еще Ты хочу прав. подметить? Итак, у тебя 10 секунд, сможешь ли ты это увидеть? А ну-ка, давай свою ошибку найди. 3 секунды. Если близко стоят, О, успел! ну я их разбираю, видишь, по чуть-чуть. Не-не-не, ты 3 охотника поставил. Только шмотки надо будет перекинуть в одного из А, 3 охотников. охотника. Да, Ага. да, 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 я смотрел, я думал, ты до конца не поставишь. Неужели ты Я винстрик охотника и слабого заберешь? поставил. По-моему, нет. По-моему, это слишком Давай, давай, мощный. давай, давай, муэрто, муэрто. Давай, давай. Хорошо. Чуть-чуть. А, ну да, ну да, ну да. Это ж такая игра классная. Кто вдруг не понял, что только что Ну вот, произошло? Раунд закончился, но ракетки Тинкера были уже выпущены в момент его смерти. И в момент его смерти, когда он сдох уже, и игра должна была засчитать тебе победу, эти ракетки секунды 2 летели и убили его персонажа. И все именно как надо полетели. То есть не все 3 ракетки в одну фигуру, а в 2 фигуры. Гениальная механика игры, она меня так бесит. Ух, просто разорвать готов с этого. Вот там Луну собрали в 3 звезды, уже смотрю. Хорош. Так вот, по поводу нового героя и лагуны я не закончил, там начал чуть-чуть, но отвлекся. Смотрите, вот этот новый герой его по-любому нужно нерфить, потому что вот есть лагуна, у него 900 урона, будем говорить 1000. 1000 урона у него. И если вы в 3 звезды собрали нового героя, он накинет на этого героя, соответственно, дебаф проклятия, и в это проклятие, если Лина закастует свою лагуну, то 600 урона полетит массово по огромной области. Это нереально сильный герой. Его 100% нужно нерфить. 100%. В игре очень много массовых способностей, которые спокойно, скажем так, будут работать в его способность. Очень много героев. То есть, если бы там было 1-2 героя, у которых массовые способности, то да, но просто Разор, Котл. Блин, а так, знаешь, и быстро и не скажешь. Ну, очень много героев, у которых массовые способности. Прям очень. Поэтому новый нет. герой прям кайф. Так, а ты предметы там Да. перекинул, а то я пока болтал, не заметил. Ой, я сам не знаю, что я тут делаю. Вот, я уже почему-то решил, думаю, все, нежить уже, наверное, не будет идти мне почему-то. Я думаю, здесь что такое решение у меня в голове идет, я думаю. То что, нежить у тебя нормально насыпало. Просто ты до сих пор еще, кстати, клевер не перекинул ни в Муэрту, ни в Траксу. Ну, такие себе предметы, Есть но, в такое. принципе, пойдет. Лучше бы, конечно, тебя молнии. Вот молнии под нежить хорошо заходят. В Траксу закидыш. О!
О, ну все, все, все. Оправдан, оправдан. Кстати, кто вдруг не знает, как работает манго, объясняю. Вы должны выигрывать раунд, проигрывать раунд. Раунд с мобами тоже считается. И вот, допустим, приведу пример. У вас 9-й раунд был лузовый, 10-й раунд вы выигрываете, берете манго, и если отчет таймера еще не успел пойти на 11-й раунд, вы можете активировать эту реликвию манго и получите манго. Вот такой вот прикольчик есть. Да. Это вдруг кто не знал. Манга, она, в принципе, прикольная, но вот тоже. Ты сейчас ее активируешь, а не думал ли, чтобы оставить это манго, например, на 10 уровень, чтобы заюзать эти все манго, и дай бог, получится у тебя и 11 быстро взять, если, конечно, фартанет. М, Я что-то думал, да и до сих пор думаю, что лучше их сразу жрать, чтобы тебе выпадал уровень побыстрее. Потому что, ну, зачем тебе держать столько? Ты все равно ни в каком инкаме не находишься. Ты постоянно лузаешь, выигрываешь, лузаешь, выигрываешь. То есть эта манга тебе единственное, что помогает up level. Да, отчасти согласен. Но вот если идея, там, знаешь, через 12 уровень поиграть, вот я, в принципе, смотрю эти легендарки, они мне прям нравятся, особенно Инвокер и Темпларка. Вот прям два героя, которые сейчас, наверное, стали очень популярными в этом патче, особенно Инвокер. Вообще, вот давай так, что у тебя сейчас за идея в целом? Вот играть дальше на нежити или? Вот здесь как раз я сижу, думаю над дракончиком. Ну, даже я продал его. Да. Да. Я думаю, что нет, больше нежити не будет в этой игре. Мгм. А какова идея дальше? Что хочешь собрать? Дальше идея, ну, как видишь, вторая синергия, которая здесь более-менее присутствует, это приты, жрецы. Вот, я думаю, жрецов собирать потихонечку. Надо выходить в 8 и ставить 4 жреца. Мгм. Да, я так и делаю. В принципе, неплохо. Хорошее решение. Только 8 надо сейчас взять. Мгм. Так Жрецы, будет. кстати, в этой мете тоже неплохо играют благодаря новому герою. Если здесь еще и будет дух пятерка, то вдвойне будет круто. Правда, жрецов легко контрить, но это уже, скажем так, дело Э, третье. Да, да. Я не думаю, что люди там будут собирать медальон просто так. Вот здесь я собираюсь шапку делать, но не получится у меня, к сожалению. А хочешь ли вообще шапку в этой игре? Может, стоило подождать? Э, Стоило подождать. Согласен, стоило подождать. Ну, 2 И короны сделать тебе что-то лучше. хорошее. Да, 2 короны вообще бомба. Учитывая, там самонеров вообще нету. Я просто не понимаю, зачем тебе сейчас шапка, если у твоих противников как бы, ну, и у тебя, и у противников нету сейчас огромных таких вот фигур. Согласен. Я на У, будущее пытался собрать. Да, здесь этот герой тоже присутствует. Песня. Но я уже смотрю, это скилл. Если что, это шанс 1% на выпадение легендарной фигуры. И, вот, на, держи. Я скилловый 1%. паренек, честно сказать. Ищу. Кому душу продал? Пожалуйста. Спокойно, спокойно, спокойно. Кому Все душу хорошо. продал? Ребята, накидайте репортов на него. Это не, это что такое? Так, замажешь мой никнейм в конце видео. Это читер. Просто шанс 1%. Ему кто падает? Ему не бесполезный горный вождь падает, ему инвокер падает. Чего? Так, у меня клевера 2 было в начале. Это они все. 25% повысили шансы. Ну это жесть, это серьезно жесть. Жесть, да, согласен. 2 инвокера. Сейчас ты, если его еще и в 2 звезды соберешь, если шальное там яйцо тебе придет, то будет вообще... Не буду спалить, не буду спалить. Ну по-любому придет. Значит, раз ты так говоришь, то по-любому придет. Еще и берешь антимага не имбового. Ну, тут я все понял. Можешь дальше не продолжать. Здесь антимага не будет, не волнуйся, все хорошо. Да я уже вижу 2 антимага. Он 100% попозже будет. Не сейчас, но попозже. Предметы, конечно, тебе шикарные. Да, я пытаюсь все шапку искать, и это моя ошибка, зря я это делаю. Это, по-моему, единственная такая огромнейшая ошибка, что я перековываю предметы в шапке, и это бред. Надо было... Согласен.
Тут тебе надо было, когда тебе падал уже инвокер так жестко, тебе надо было найти Мамора. А ну-ка, давай, закидывай в Мамору сейчас М, инвокера, собери его в 3 звезды. Это, по-моему, я бы не сказал, что это ошибка. Хотя, наверное, реликвию я сейчас неправильно выбираю. Ты прав, все-таки Мамора был. Но мы сейчас посмотрим. Раз ты не помнишь, сейчас мы посмотрим, что тут будет у тебя. Ну, Не-не, кстати, с я таким Мамора столом я бы играл. тебе уровень брал. Согласен, по-моему, я сейчас это и буду делать. Потому что тебе, ну, не хватает места сейчас. Тебе и инвокера надо поставить. Что ж ты возьмешь? Ну-ка, ну-ка, покажи нам. Хаотичный договор. Кстати, одна экспа с манго, спасибо. А почему хаотичный Да. договор? В чем прикол хаотичного договора? Из-за того, что ты на лустрике сейчас? Я, да, я увидел, что я очень много проигрываю и решил, что надо брать. Зато Ну, шапку хотя нашел. зря. Плохое решение. Да, шапку нашел, но решение плохое, потому что мне Объективно, не да. выпадет ничего. Хорошего не выпадет. Объективно полностью согласен, то, что решение, ну, очень плохое, потому что очень много ты потратил предметов по итогу, и толку мало. Ты еще и потратил 2 предмета второго тира, то есть 4 очка потратил вместо 3. Ну, шапка, она нужна только в том случае, если у твоего противника тоже есть шапка, либо же у него огромные кири, то есть, условно, у тебя орк-жрец в 2 звезды, а у твоего противника легендарная фигура в 2 звезды. И ты когда докинешь шапку, то, в принципе, эту легендарную фигуру можешь спокойно брать под контроль. Поэтому вот так вот шапку, ну, такое. Не очень хорошо. Согласен. Там просто на первом месте у него все фигуры в 6 монет, и я думаю, надо брать шапки, потому что у меня вот эти 5 монет фигуры, они не будут брать 6-монетные фигуры, и да, такая у меня логика была. Ну, там хитрец только, я смотрю, у чувачка. 6 Да, монет. но это в потенциале хитрец, этот Манки Кинг, как ее зовут, боже, забыл Марси, и еще четвертый этот, Ну, в короче, там, первую очередь надо хитреца забирать. Но чтобы Эмбер. хитреца забрать, тебе нужен орг-жрец в 2 звезды хотя бы. Потому что, Не, хитреца я забираю с шапкой одной. ну да, но в целом, вдруг кто не знает, как работают жрецы, они берут сначала по приоритету. Тех, кто ближе к вам становится, и тем дороже, и в каком они тире находятся. То есть вот такое. Сначала идет тир, потом цена, и потом уже расстояние. Иди ты в... Как? Ну как? Как? Скилл. Скилл и не грамма мошенничества. 2 инвокера за пару раундов, яйцо сверху. Все, апа инвокера себе бери 9, и ты будешь так вот всех просто вдоль и поперек. Тудым-сюдым. Блин, на самом На деле, вот у тебя следующем есть должен инвокер. апать левел. Вот у тебя есть инвокер. Под него бы сейчас найти рок войны. Просто чтобы... Он же может там засумонить своих пеньков. Я не помню, как они называются. Короче, вот этих вот демонов, которые дают минус броню. Плюс у них неплохой такой урон с руки еще. И рок войны. Или что-то на реген маны. Там мифриловый доспех лучше даже будет. Потому что там плюс 100% мана регена. Прям кайфа. Да возьми ты уровень уже. Я не знаю, что я не беру уровень. Это кринж. Ну вот ты хотя бы сам это прекрасно понимаешь, что это кринж. Ну ладно. Так вот, по поводу жрецов еще раз. Они сначала берут по тир-листу фигуры. То есть это легендарный тир, фиолетовый тир, синий тир и так далее. Потом идет по цене продажи. То есть у вас жрец может взять только ту фигуру под контроль, которая не превышает цену продажи самого жреца. То есть у него сейчас жрец 5 монет стоит. Благодаря шапке он у него будет 6 монет стоить на продажу. И вот, он сначала вот таким вот берет образом. А если же есть несколько у противника фигур фиолетовых одной ценности, то, соответственно, берется та фигура, которая находится ближе к жрецу. Но такая вот у него механика, но она иногда так очень криво работает. Поэтому тут такое. Может работать, может не работать. Но именно вот такая вот схема работы жрецов. Если ничего не поменяли, конечно, еще. У чела, конечно, интересный билд. Ничего необычного, 6 рыцарей, 4 древних. Но забавно. О! Боже, неужели никто тебе еще не соберет здесь медальонов? Нет. Понимаю. Сразу видно. Скилловое лобби. Скилловое лобби, да. У меня, ну, не знаю, как это так происходит.
У меня сразу находит 6 медальонов, когда мы остаемся 1 на 1, причем он один раз переработает. Как он это делает? Магия. Все, берешь уровень наконец-то, все, инвокера давай. Давай, инвокера всемогущего поставь. Ну, хорош. Ну, сейчас будет кайфово. Так, ну просто забиваешь себе стол, чтобы было попроще. Вайпера берешь, кстати, хорошо. Я хотел это подметить немножко, кто вдруг не знает, то Вайпер замедляет сейчас скорость атаки. И, в принципе, на 25-м раунде неплохо получается. Но вообще, вот как тебе инвокер? Лучший герой, по-моему, сейчас. Да. Лучше нету. Не, ну Если есть, его- но он очень хорош, этот инвокер. Но лучше Да, есть всё-таки. есть, но если его правильно, так сказать, поставить, это далеко, так сказать, чтобы его не фокусили, то изи вообще. Ну, Давай. смотри, как у тебя демоны фигачит их. Ты просто посмотри, Мгм. он тебе просто раунд вытащил, этот инвокер. И тут ты уже должен подумать о том, что тебе нужно играть на инвокера. И посох третьего тира 50 на 50 заходит, потому что инвокеры в основном герои, точнее не герои, а способности чистым уроном бьют. Там несколько способностей всего лишь маг урона бьют, поэтому посох 50 на 50, но в принципе неплохо еще смотрится. Поэтому интересно, темпларка, ясно. Ну, я ничего не хочу сказать на этот счет. Вообще ничего. Посох третьего тира взял. Ну, в принципе, ок. Не скажу, что это ошибка, либо что-то еще. Кстати, я смотрю, ты хочешь еще одну шапку найти. Я 3 шапки, по-моему, вообще найду. Ну, это чтоб уши не мерзли. Кстати, кто вдруг не знает, что это за манго у него большое, оно защищает от летального исхода. То есть у вас 1 хп, если вам прилетает минус 100, допустим, еще, то вы еще живете следующий раунд. Это вот такой вот манго прикольная. Эта манго появляется, когда вы 8 манго получите в целом. То есть неважно, вы юзали, копили, главное получить 8 манго. И тогда вы получите, соответственно, большое манго. Интересно у тебя лобби. Какой ты ранг? А ну, скажи мне, пожалуйста. Фу, я так тебе не скажу. Сейчас я в игру могу зайти быстро посмотреть. Интересно. Дизраптор. 3% шанс выпадения легендарной фигуры. Я тебя услышал. Я все больше и больше начинаю подумать о том, что ты кому-то душу продал. Из-за того, что ты не часто играешь, тебе подкручивают. 2 хана, 3% шанс на легендарную фигуру. Я начинаю уже маленько осуждать тебя. Скажем так, на полшишечки уже осуждаю. Записал тебя карандашом в свою тетрадь. Да, как видишь, я в каком-то моменте думал собрать Горна, но решил, что это мне не понадобится в этой игре. Я буду... Да Ну, если это никто спойлер, медальонов не ладно. найдет, то в принципе это правильное решение, то, что ты не собираешь горн, потому что, ну, смысл. Единственное, чтобы я на твоем месте, наверное, это докинул бы богов, чтобы инвокер намного чаще кастовал. То есть 3 жрецов оставил под контроль. Кстати, кто вдруг не знает, как берут жрецы под контроль, имею в виду... Мне часто пишут в комментариях о том, типа, зачем я ставлю себе, допустим, меньше фигур на столе, нежели положено. То есть там же пишут, типа, на одного жреца надо меньше поставить. Нет. Для того, чтобы получить эссенцию за проигрыш, надо ставить на одну фигуру меньше, чтобы у вас, допустим, 8 из 9 было. Но если вы хотите брать вражеские фигуры под контроль, когда у вас синергия 4 жрецов, вам надо оставлять столько свободных слотов, сколько у вас есть жрецов. То есть у вас есть 4 жреца, соответственно, 4 свободных слота у вас должно быть. То есть 4 из 8, к примеру. И вот так вот оно работает. Потому что часто такие вопросы летят. И, кстати, тебе надо еще 1 раунд поиграть. Проиграть. Да, для того, чтобы получить синюю, да? Да, чтобы синий предмет получить. Так вот, смотри, сейчас у тебя такая стадия игры, ты видишь, что тебе там уже, ну, более-менее выигрывает. Что ты думаешь делать дальше? Я не собираюсь брать уровень, я тебе точно скажу. Я буду оставаться на 9 всю игру. До конца. Не, ну, в принципе, неплохо. Если и дальше инвокера керить. Так, Хотя- ну не то, что инвокеры, я буду просто повышать уровень своих фигур, и ну, они будут просто мощнее, я буду брать мощнее фигуры врага. Вот и все.
Ну и плюс, если найдешь себе свинью в 2-3 звезды, то будет сильно. Но инвокера, как по мне, надо кирить будет в первую очередь. Инвокер слишком силен. Еще и бы Айтемы предметы бы поднимал. получше, вот. Да, айтемов не хватает. Ну, ты ж половину сролил на того, чтобы шапку найти. Я не думал, что я буду играть через инвокера, если честно. Изначальный план был жрецы, 8 уровень, сидишь, качаешь жрецов. Все. Гениальный план. И появился инвокер. А вот если бы тебе сейчас там гритер или шаманы, что б дальше делать? Ну, там справа сверху кнопочка, красную нажимаешь, потом там красная в самом низу, и все. Сильно. Сильно. Не спорю, сильно. Тебе надо один раунд проиграть, тебе бы инвок... Ой, там дух пятерка, серьезно. А как это он тебе не упал? Да, всю игру не будет падать. Спойлер. Походу, вся Понял. удача на инвокера ушла. Да, я если... Ну, блин, конечно, духа пятерочку бы очень хотелось бы себе взять. Кстати, смотрите и обращайте свое внимание на урон нового героя. Ни разу не имбовый герой, если что, ну, ни грамма. Кстати, а рок войны ты найдешь под инвокера? Да. О, не, ну это жир Думаю, тогда один будет. будет. Вот это будет Один мне жир. выпадет, я его положу в инвокера. Кстати, ты сделал огромную ошибку. Какую? С айтемами? Не-не-не. Подсказка, А, реликвия. всех кучно. А, реликвия опять. У тебя О, реликвия 6 проигрышей, надо 7 было. Тебе этот раунд надо было просто отдать в любом случае. Просто убрать инвокера, убрать кого-либо, просто отдать раунд. Ну, не подумал, да. ну, потенциал, скажем так, реликвии немножко улетучился. Ну, может, я гений, может, я все-таки не проиграл его специально, чтобы мне выпала шапка. А, а, Ты об этом не думал? все, я все понял, это план. Это план. Это план. Понял, все, тогда вопросов нет, это гениальный мув. И Получить предмет второго тира. Как мощно бьют эти делоны инвокера, это же жесть просто. Так, конечно, не мощно бьют. Каждая тычка минус, по-моему, или 5, или минус 10 брони дает. Это же вообще мощь. Яйца. 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 Берем яйца. Только не скажи, что ты шапку сейчас рольнешь. Конечно, рольну. Понял. Вопросов не имею. Ну да, это же гениальный план с реликвией был. Я же не зря 3 раза реликвию рерольнул, эту зеленую Согласен. предмет, точнее. Теперь мне точно шапки выпадают. Понял. Вопросов не имею. Ну, как бы... Нечего даже сказать. Меня больше удивляет то, что твои противники, они думают такие, ну блин, ну чел сидит на жрецах 57 хп. О, урок войны. Да, я Алярм! положу, должен положить. Должен положить. В инвокера должен положить даже. Давай, ну. Ну. Что-то я Давай. туплю, не знаю. 8 секунд. Я просто думал, а где шапка? Еще шапки нет. Где моя шапка? Должна шапка. Не успел я. Не успел. Ребята, ну Вдогоночку закинул. ладно. Вдогоночку закинул. Лучше поздно, чем никогда. Кстати, вот сейчас Да. ветра только бьют магическим уроном и ЕМП, насколько я понял. А вот эта хрень, вот эта, она бьет чистым уроном. Вот эти вот молнии, которые сверху появляются. В общем, блин, какой же инвокер сейчас кайфовый герой. Вот серьезно, я вот сколько на него смотрю, сколько я раз играл через него. Очень приятный герой. Вот, не знаю, разрабы сделали его просто теперь желанным героем. Вот теперь это реально легендарная фигура, которая вот просто может наваливать. Это кайф, вот серьезно. Вот что-что, но это кайф. У чувака вообще тут тоже гениальный билд. 6 убийств, 4 кунг-фу. Да. Если Интересно, а что панды он падали, хотел? что бы и нет. Так а зачем убийца? Мой Эмбер падал. Эмбер падал. Ладно. Ну, просто, как по мне, есть намного желаний. Ну, может, он сейчас там мантию найдет короля. Это тоже такой гениальный мув будет. У него будет 6 убийц, чистый урон. Ну и плюс еще и синергия кунг-фу сверху.
Так, а что ты хочешь сделать? Колечко не хочешь? Только не ищи шапку. Ёб твою... Ня! Я Куда ищу ты тут... шапки. 2 шапки в жрицу закинул. Ёперный театр. Зачем? Так можно, шапки стакаются. Шапки Да, стакаются. конечно. Да? Ладно. Ты не знал? Не. Не грамма. Стакаются. Так как они стакаются? Это же 2 уникальных эффекта. Почитай, там написано в этом. Я как раз сидел, читал там. Сколько? Максимум 2 можно застакать, положить. Но, по-моему, это касается камня Киры. То, что ты не можешь, типа, закинуть камень Киры и шапку. То есть не можешь получить +3, а максимум только +2. То есть камень Киры дает +2. А, ты хочешь сказать, что это предметы должны быть разные? Да. Ага, И это окей. написано чисто сказано под именно эту шапку. То есть ты можешь закинуть камень Киры себе, и можешь закинуть себе вот эту шапку. Но только у тебя будет цена +2, не выше. Это Жрицу надо продал. тестить, я не знаю. Че, Жрицу жрицу продал, да. Да, потому что, видишь, места нет на скамейке. Ну ладно, окей. Сейчас у тебя скоро будет орг-жрец в 3 звезды. Ой, чует моя 5-я точка. Сейчас будет огромнейшая ошибка. Ну, она по итогу мне поможет в конце, но будет огромнейшая ошибка на следующем раунде. Не, если ты хочешь нового героя апнуть в 3 звезды, то это ни грамма не ошибка. Ну, сейчас увидишь. Ну-ну. Ага. Давай дальше. Ага. Ну, если ты говоришь за этого жреца, то тут 50 на 50. Не, сейчас увидишь. Там будет просто на раунде это получилось механически. Это у меня пальцы просто толстые. Вот, я нажму Не скажи, что случайно. продашь. Не продам, но я нажму случайно апнуть яйцо. А, да ну, в Да, принципе, спойлер. тут 50 на 50. Ну, Я хотел увидеть урон, боже, инвокерши, но, в общем, да. Случайно на яйцо ничего нажал. себе, Ну, как ты так промазал. Яйцо посередине, а урон вправо вверху. Ну, видишь, где у меня инвокер стоит? Он как раз Ага. вот под яйцом. Над Ага. яйцом, точнее. Вот. Я сейчас случайно нажму на яйцо, видишь? Ты на инво... А зачем ты на инвокера хотел кликнуть, если статистика урона у тебя вправо вверху? Я хотел почитать скилл, как у нее меняется, посмотреть. Ну, я думаю, сейчас ты уже знаешь, как оно меняется. Не, я знаю, как оно меняется, я просто хотел почитать описание самого скилла, что там происходит. Ну, там Я ничего вообще не такого. знаю. Раз в 4-3, либо 0 секунд у тебя скилл просто меняется, и все. Ну, он Да, же разный, я хотел описание скилла почитать, как скейлятся разные. Ну ладно, неважно. Понял. Уже что произошло, то произошло. Я понял. Я понял. Ну, яйцо всемогущее в 2 звезды тебе сейчас поможет. Стата у него, кстати, неплохая, у этого яйца. Сейчас еще даже, я думал, я тебе оставил на комментирование, и поэтому и вот так вот написал. Я думал, мы не будем... Случайно. Но. Я думал, мы не будем вместе комментировать, поэтому я решил написать. Да нет, тебя давно в гостях не было. Очень давно. Мы никак с тобой не смогли скооперироваться. О, нашли время наконец-то. Наконец-то, да. Так, ну давай. Что ж тут за предмет сейчас упадет? На самом деле хочется драконий рог теперь, который ману плюс 100 дает, если ты, конечно, не сдохнешь сейчас. А ты, по-моему, сдох. А я сдохну. Ну, у инвокера маны не хватило, чтобы он спамил, к сожалению. Ну ладно. О, Battle Fury. Yes. О, да. -3. Да оставляй, чё ты? Не, вообще в идеале тебе надо Аганим искать под инвокера. Это прям... Нет! Ёп! Тихо. Аккуратно, спокойно. Все хорошо. Куда? Некра сильнее, я тебе так скажу. Некра... Я всегда на жрецах собираю 3 предмета. Шапки, некрачи и рефрешер. Мне, кстати, вот Всегда интересно, выигрываю.
Я так и не проверил этот момент. Починили ли Некра на орка-жреца? Сейчас это мы и посмотрим. В каком смысле? Ну, орк-жрец в предыдущем патче не суммонил по 2 фигуры, а суммонил одну. Они поменяли, то есть это призывное существо. Ну, за шапки мы уже разобрались, это мы как бы не будем комментировать. Ну, это гениально, я так скажу. Это гениальный мув. Шапки одну фигуру самонят. О, да, одну фигуру. Так что вот так вот, ребята. Некра нет смысла брать под орка-жреца. Его, ну, на самом деле, ты мог это в инвокера закинуть. Тоже неплохо было бы. Потому что там бы на одного ну, блин, я не знаю, как он называется, на одного пенька больше будет. Думаешь, если он на жреца не работает, то на инвокера будет работать? Но он же призывает Сомневаюсь. немножко других существ. А вот и орк-жрец в 3 звезды. Сюда. То есть, смотри, у него это суммон героя, а у инвокера это суммон существа. То есть, ну, как-то, короче, как-то оно так работает. Как-то они поменяли вот механику, но из-за того, что ты Рок войны скипнул и... Ну зачем скипнул Рок войны-то? Ну, я очень хотел некрочей или рефрешер. Понял. Ну, Рок войны Два вообще... моих любимых предмета. Ну, Лучше нет. ну и Далон это по минус 10 брони. Сильно, они тебе игру даже в один момент тащили. Не, на самом деле, Было. вот эти вот суммоны, они прям кайфовые. Вот, что-что, это, наверное, одни из лучших суммонов, это даже лучше, чем Мишка, потому что они дают минус 5, минус 10 брони, имеют много статов, много хп, прям нормально так наваливают. И скорость атаки еще и приятная, даже без рога войны. Плотные Там ребята. разве не шанс на Некрономиконе, что выпадет вторая фигура из Не, ну вот самона? смотри, сейчас сам понаблюдай. Там 100% шанс на то, что плюс 1 будет. Вот смотри сейчас. Оп. Одна легионка. Ну ничего, будешь знать. Ну, окей, да. Не думал, что-то я. Думал, как раньше. Пацаны, конечно, там красавчики. ДК с перчаточкой в 2 звезды. Ну вот такой вот момент. А где медальон? Ну, БК с перчаточкой зато. Где медальон? Я вот смотрю, у тебя, ты играешь на жрецах, и твои противники тупо даже не думают, что надо медальон искать. Рыжий лис в 3 звезды. ЛС. Рыжий лис в 3 звезды и без медальона. Просто гений. А он мне будет очень сильно тащить. Ну, конечно, он же за тебя играет. И ТАшка, та ТАшка в одном моменте, вот сейчас, по-моему, она сейчас увидишь, какой уровень. А, не в этом моменте. В одном моменте была ТАшка, мне прям все ему снесла в одну, за 3 тычки или 2. О, да. Ой, а контроль потерял, потому что жреца убили. Ай-яй-яй. Да, это обидный раунд. Неприятненько. Тебе надо их просто немножко своих жрецов в сторону раскидать, потому что Рики тучку накинул только что на демона. Я как раз сейчас буду в этом, наверное, думать уже потихоньку. О. А, не показалось, он сейчас в 3 звезды будет, он поэтому 2. Минерчик. Дизрич. Как же тебе хорошо, легендарки падают с шансом 3%. Но не упала новая фигура. Вот эта новая фигура, она какая-то проклятая, я тебе честно говорю. Она проклятая. Как минимум у меня она 100% проклятая. Куда? Куда? А, ну, в принципе, после 3-го тира можно. Я, как уже ранее говорил, на инвокер она такая. Ну, Тут, по-моему, это лучшее решение взять цепочку, честно. это 100% Это было- лучшее решение. Мгм. Тут даже как бы, ну, не придраться ни к чему. Цепочка против твоих противников. Вот чел вообще массово стоит. На тебе на всех просто цепочку. Ну, это хорошее решение. Очень хорошее решение. Чилы просто ФК постояли, получили в табло, уехали в next. Все. Да. О, медальон. Ничего себе, он медальон нашел там. Обалдеть. Не, ну это уже прогресс. Так, нужен новый жрец в 3 звезды. Ты играешь на жрецах, мне аж самому захотелось на жрецах поиграть. Шо? Я обожаю жрецов. Жрецы и маги — это мои самые любимые синергии. Меня только что глюкнуло и показалось, что чел себе собрал темпларку в 3 звезды.
Вот это меня глюкнуло. А тут ты, по-моему, кстати, поминки сейчас будут. По-моему. По-моему, все хорошо будет. Сейчас посмотрим. Хотя не, у тебя Ну, орк-жрец в 3 звезды. Жрица, а там инвокер есть. Ну, в принципе, есть шансы, да, есть шансы. Если сейчас орк-жрец еще и засуммонит вот этих вот мобчиков, то 100% будут шансы. Хотя там синергии ж не будет. Ну, короче, нормально должно быть. Сейчас еще вот этот новый герой накидает свою дебаф. Ну, должно быть неплохо. Плюс цепочка, которая контроль. Короче, шансы есть выиграть раунд. Сейчас посмотрим. Так, а шапка в орке жрицы по-моему, лежит или не лежит? А то я что-то как-то этот момент провтыкал. Хотя она и шапка бессмысленна. пока жреца мне не надо, да. Мне нужно в эту бросать в жрицу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нормально так. 3 звезды, как тебе ТАшечка? Нормально? Вкусно. Она же сейчас еще и улучшенная. Ее щит так просто не сбить в 3 звезды. А там, если ты еще, допустим, против тебя какие-то физовые герои, найдешь себе кольцо 4-го тира, которое 120 урона блокирует, под ее новый щит, там тупо почти невозможно этот щит сбить обычными тычками. Опа. А не повезло. Повезло. А нет, ладно, понял, завалил лицо свое. Все, надо искать 3 звезды нового жреца, и можно выигрывать игру. Вот, кстати, вот так вот в угол, я уже много раз говорил, но в угол так лучше не ставить. Потому Сейчас что... будет анализ, куда попадет тучка. Ага, сложно, сложно. Куда же она попадет? Явно не в середину. Оп, новый герой. Оп, середину убрать. Да, я затупил. Ну, хорошо, он все равно инстакастовый, так что... Ну да, Ну, ты потому... видел, как нормально Оу. ударила там ТАшка тебя? Ой, как вкусно было. Так мало ли, она ударила еще под дебаф вот этого нового героя. То есть она своей массовой тычкой ударила и просто чела стерла в порошок. Из-за того, что новый герой этот весь урон поделил. Ну, Ну, это сильный новый герой. А, ладья 8. Ну, я что-то примерно так и думал. Это ж не новый сезон, правильно? Это старый сезон. да, старый. Мгм. Давай посмотрим, что там у твоих противников. Ну, просто я уверен, что там... Или ты не покажешь предметы? Да должен покликать чуть-чуть. Чуть-чуть должен. Сейчас Dragon Knight. смотрим. ДК И неплох. ТАшка должен кликнуть. Ну, в принципе, вот такая вот каточка. Вот так вот оставим. Вот такая вот каточка была. Ну, что я хочу сказать. Для новичков ролик будет очень даже полезный, потому что много информации вкинули. Разобрали кучу ошибок игры на жрецах. В целом каточка что? Мне в целом каточка понравилась. Мне бы твои противники все время падали. Вот серьезно, которые тупо... Медальон. Какой медальон? Что такое медальон? Не знаю. Это такой новый предмет, что ли? Не знаю, что это за предмет такой. Ну, в целом, интересная игра получилась на жрецах. И еще раз доказано, что новый герой в 3 звезды слишком лютый, потому что только что Темпларка с одной плюхи из-за нового героя всех сложила. Порошок. Сильно, сильно. Очень сильно. Что еще такого добавить по игре? Да, вот по игре на самом деле больше и нечего добавить. Как тебе в целом все прошло? О, как сказать, я недоволен своим быстрым каким-то выбором предметов, да, я пытаюсь находить какие-то, да, непонятные предметы в начале, не надо так делать, надо копить просто второй, первый тир до какого-то раунда, я бы сказал, типа 10, не, 10, даже позже, 15, 16 раунд, потом уже думать, ага, перековать их, нет. Ну да, потому что ты тогда уже будешь более-менее понимать, на каком ты билде-то планируешь в целом играть. А так, ну, шапок много не бывает, в принципе, но зато будешь знать некоторые моменты. Но инвокеры тоже имбовые герои. Хорошие. В принципе, мне больше и нечего добавить, вот серьезно. В течение игры и так растрынделся на всю. Ну, в целом, мне понравилось комментирование. Тебе как? Супер. Для тебя как было полезно? Очень. Я бы сказал, я, пересмотрев еще раз катку, я понял, чего лучше не делать. Ну, хорошо. Поэтому
Зрители скажут, как им в целом игра, как им в целом комментирование. Надеюсь, им тоже это понравилось, поэтому не забудьте поставить свой лайк, а если не подписаны, подписывайтесь. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Сергей, спасибо тебе, что был у меня в гостях, было прикольно, мне понравилось все. И, в принципе, пока-пока. Пока и тебе спасибо. Все, всем пока.